Что стоит делать в завоевании и нужно ли ходить в башню? Давайте рассмотрим весь этот контент глазами новичка. Специально буду использовать для этого твинка, так как моя основа Аракис, он сейчас фармит, и ему в первый период рано заходить в башню. Давайте все поэтапно, чтобы вы полностью все разобрали. Нам для этого нужно, естественно, посетить Небесный замок, и для этого вам нужно телепортнуться в один из 3 периодов, когда вам удобно. Для удобства мы используем время сервера, вот, то есть 10:52. Сейчас идет первый период, соответственно, второй после обеда, и третий, так называемый вечерний-ночной период. Мы нажимаем переместиться и, соответственно, используем для этого кнопку сервер завоевания. Для этого вам не нужно ничего, никаких в данный момент билетов. Единственное ограничение, вот вы можете прочитать 90 уровень и все остальное, то есть где вы должны находиться, бла-бла-бла. За 10 минут до этого вас уже не пустят, то есть нужно зайти заранее. У нас еще есть целых 2 часа 7 минут, то есть зайду я в первую минуту или вот в такое время, когда я уже типа 2 часа профукал, это не столь важно, но в моей ситуации для того, чтобы снять видео для вас, желательно заходите с самого начала, ну чтобы больше времени там провести и больше от этого зафармить. В 6 часов вечера билет не обновляется, поэтому нет у вас такой возможности а-ля вы зашли утром или в обед, а потом еще раз вечером. Нет, один раз в сутки. Обновляется возможность зайти на завоевание после часу ночи. Да, то есть это никак не заобузить, такого еще ни разу, по крайней мере, не было. Итак, мы нажимаем переместиться, сервер завоевания, и нас перекидывают в альтернативную некую вселенную, реальность, параллельный мир замка Сабук. Вы появляетесь здесь, здесь вы увидите кучу игроков и так далее, и так далее. Давайте разберемся изначально, вот что делать вообще в этой локации. Вы новичок, правильно? Вы представим, давайте там 95 и выше уровень, вы хотите поделать первоначальные какие-то квесты, сделать, возможно, какие-то печенька и все остальное. Чем стоит заняться? А башни в конце, хорошо? А чем не стоит с моей колокольни заниматься? Если вы знаете какие-то фишки или я что-то не рассмотрю, напишите в комментариях, таким образом поможете новичкам. Потому что когда ввели башню, я уже был 125 уровень, что-то такое, то есть мне уже было, конечно, попроще. Имеется в виду, когда ввели весь контент завоевания, ну и в том числе, естественно, башню. Башня чуть позже. Итак, вы появились в завоевании, здесь можете пробежаться по всяким НПСам, но они, в принципе, дублируются. Единственный уникальный тут НПС, мы к нему перейдем, называется он, имя и фамилия Ом Джинха, к нему чуть позже. Его можете поместить в избранное, он вам будет тут, ну, в принципе, часто нужен, если вы будете ходить в башню. По порядку, замок. Здесь вы можете пойти, соответственно, в город Сабук. Здесь есть монстры, начиная с 100 уровня, и вы их можете фармить. Не обязательно вы их соло должны фармить. Вы можете тэпнуться вот сюда, чаще всего на зеленую точку или на любую другую, в зависимости от того, какие вы квесты будете делать. И там попросить пати или наоборот взять и вот так всем подряд накидывать пати. Как только вы соберете 5 человек, пятером вы уж точно будете осиливать этих монстров. Все монстры в завоевании, начиная с города Сабук, заканчивая там башней 4 этажом, все монстры демоны. То есть антидемоническая сила вам поможет. Для этого вам нужны всякие разные там питомцы, которые дают урон по демонам, по типу вот такого питомца, видите, там 10% антидемонической силы. Он вам дает как урон против этих монстров, так и защиту. То есть этот параметр работает в 2 стороны. Очень-очень важный. Для примера, 10% антидемонического урона это приблизительно как 40-45% урона по чудовищам. Но если вы бьете демонов, и урон по чудовищам, и антидемоническая сила складывается, то есть это вместе работает. Но если вы бьете обычного монстра, там где-то в локации до корабля, там фантазия, где вы там змеинки фармите, или еще где-то, там не будет работать антидемонический урон, ну потому что монстры не являются демонами. Как бы, по вашему мнению, они не выглядели, даже если вы их можете там охарактеризовать в виде демонов, но они не являются демонами. Вы можете легко это проверить. Поставьте несколько питомцев, которые дают антидемоническую силу, либо камни, соответственно, и вы увидите, где урон поднялся, существенно, значит монстры демоны, где нет, значит не демоны. Но договорились, да, в завоевании все монстры демоны, поэтому антидемонические камни вы собирать будете вынуждены для эффективного фарма. Уверяю, ну, как обладатель полного комплекта этих камней, что это очень-очень сильно решабельный комплект. Потому что без него я бью монстров и боссов, да все что угодно в завоевании почти в 2 раза слабее. А это существенная просадка по урону. Итак, с этим разобрались, да? То есть вы заходите в квесты и, начиная с города Сабук, выделяете себе какие-то квесты. Какие квесты прям, ну, по моему мнению, новичку must have. Во-первых, вот, победить всех чудовищ. Есть еженедельные квесты, тоже ими не пренебрегаете, один раз сделали и забыли. То есть тут любых монстров можете убивать, около 1000 монстров надо будет убить, или в пати быть
и вам помогут с этим, соответственно. То есть вы ежедневно можете делать, смотрите, 150 блесток. Я считаю, это немало для новичка. Соответственно, раз в неделю вы можете это сделать. И тут смотрите, если вам нужны вот эти вот штуковины, очищение души когда-то понадобится, можете делать на них. На вот эти камни я бы не делал. Вот это, если у вас еще с артефактами проблема, то есть у вас нет синих артефактов и уж тем более красных, то вот эту еженедельку советую все-таки сделать. Вам может попереть, вы можете и золотую руду, и золотую траву покопать. Раз в неделю по 300 копок сделать можно, особенно если у вас есть Battle Pass на копку, он у вас, как и остальные Battle Pass, некоторые будут требовать там 500, 1000 и 1500 за месяц накопать руды, травы и энергии соответственно. Поэтому вот эти два задания вам помогут очень сильно в этом. Поэтому тоже крайне рекомендую сделать. Ну и все остальные квесты, которые я уже сделал, тоже советую сделать. В пати вы достаточно легко и быстро все это сделаете. Поэтому первоначально это этот квест, если брать ежедневный. И тут смотрите, не хватает вам руды, какой-то стали или платины, делайте на что-то из этого. Ну, мне так кажется, это тоже вам понадобится. Особенно если вы крафтите свои первые красные шмотки. То есть вот этих синих ресурсов вам будет не хватать. Я это их уже продаю, и они мне вообще не нужны. Меня интересуют только красные ресурсы минимум, а лучше голдовые. Вас, как новичка и среднячка, еще эти синие ресы будут долгое-долгое время интересовать. То есть на что бы я точно не делал ставку, это на вот эти вот, блин, по два кусочка. Это прям вообще ни о чем. Это просто лохотронные квесты. Не делайте. Моя рекомендация не делать. Поэтому must have это вот это, либо и то, смотрите сами. Теперь вы посещаете лабиринт. В лабиринте давайте мы туда тэпнемся для того, чтобы вы понимали некие, ну не знаю, знаете вы это или нет, я сейчас, возможно, скажу какую-то обычную вещь, из-за которой меня там засмеют, но все же. Когда вы тэпаетесь лабиринт, в любой, это работает не только в завоевании, а и в любых подобных лабиринтах, объясню вам. То есть вы тэпнулись сюда. Советую поставить режим не экспедиция, а зеленый, тогда вы не будете бить желтых игроков, потому что, ну, вам могут навалять, и здесь нет, как видите, сейф-зоны, вы не можете здесь спрятаться, вас здесь могут убивать. Да, зона завоевания — это место для убийства, это место PvP, поэтому если вы часто будете умирать, это не повод сюда не ходить, как по мне. Как вы видите, давайте станем вот сюда. Здесь зоны поделены, видите, там зеленый босс, синий, все, это сильно на это не обращайте внимания, но это нужно для зонирования и понимания, где вы будете получать квесты, а где нет. Если вы берете вот здесь вот квест на этом боссе, то, соответственно, он будет засчитываться и здесь, и здесь, и здесь. Как делают максимально профитные ребята. Ну и самый хитрожопый, допустим, вы создали пати, становитесь приблизительно вот здесь, да, и, соответственно, вам будет считать и с этой комнаты, и с той комнаты, и с той комнаты. Советую здесь убрать галочку «Общая цель группы» и битва вокруг лидера группы, потому что если вы не лидер, вы постоянно будете перемещаться к лидеру группы, и вам это не нужно. То есть вы таким образом можете немножко, скажем так, подчитерить, что ли, то есть быстрее сделать даже, чем остальные в пати, если вам это важно. Ну или, по крайней мере, с 3 комнат вам будет считать. Да, если человек уйдет вот сюда в край, в эту комнату, или вот сюда, вам может что-то не засчитать, но это зачастую мелочь, правильно? Следовательно, здесь в лабиринте вы тоже захотите сделать квест либо на блюст, здесь от этажа зависит. Блестки и эликсиры, будем называть это одним и тем же, хорошо? И здесь вы, скорее всего, еще захотите сделать на редкое зелье антидемона. Эти зелья, смотрите сами, вы можете использовать, если в пати нет никого, то есть вы там 1 или 2 человека, можете схавать это зелье и увидеть, что вам гораздо проще стало быть убивать монстров, и меньше вы будете получать урона. С другой стороны, кто-то меня может поправить и сказать, лучше эти зелья насобирать, и когда вы будете ходить там на 6-ю, 7-ю и выше площадь, в антидемонический зал, вы там будете хавать это зелье, и оно очень сильно бустит вам урон на целые 3 часа. То есть 6 билетов теоретически вы можете отстоять под офигенным фармом. Но тут решайте сами, это ресурс, это расходник, смотрите, как вам удобно. Следовательно, приоритет этот квест, на этот квест я бы, соответственно, сделал бы 3 раза, да, вот неплохо. То есть лучше пускай у вас будет валяться этих банок штук 50, чем если у вас их не будет. Но кто-то скажет, я лучше вместо этого квеста сделаю, так как у вас есть лимит 30 штук в день, правильно? Это же не безлимит какой-то. Я лучше вместо этого квеста сделаю, допустим, квест на даже банально на энергию. Но 12 тысяч энергии вас спасет? Смотрите сами. Или 18 тысяч стали вас спасет? Тоже смотрите сами. Кто-то скажет, я лучше вместо этого зелья возьму вот на 60 очищенной души, потому что они стоят дорого. Да, они не на продажу, но когда-то вам придется их даже покупать. Поэтому изначально лучше их накопить. Тут решайте сами. Я же говорю, тут вариантов 3. 1, 2,
или какой-то из этих ресов, главное не вот этот мусор. То же самое, второй этаж, третий, здесь оно просто чередуется, чтобы мы не повторялись насчет этого. Насчет четвертого этажа, здесь, ну, мейн-квесты не будем смотреть, здесь-то то же самое, но четвертый этаж, он прямо в отличие от третьего, он прям намного тяжелее, плюс там по центру появляется мировой босс, насколько помню, 2 раза в день по типу лабиринтового. Тут, опять же, смотрите, не стойте, наверное, в центре, потому что там вас могут убить. Да, на 4 этаже, чем выше этаж, тем более агрессивные ребятки. Это нормальная PvP игра. То есть с лабиринтом разобрались. Едем дальше. Когда вы уже сможете зайти в долину, насколько помню, долина здесь не написана нигде. Блин, честно, не помню. По-моему, на 1 этаж долины можно попасть со 110 уровня. Вот, напишите, поправьте меня, потому что, видите, не пишется. Может, где-то и пишется, но я это не заметил. То есть вы заходите в долину. В долине уже квесты поинтереснее будут, потому что чуть побольше и лучше плюшки. Не будем брать в учет мейн-квесты вот эти вот. Здесь уже вы можете делать недельные квесты даже на босса. То есть сначала вам нужно 1 раз убить этого босса, он откроется. Для того, чтобы открыть вот это вот, да, вот это вот weekly, еженедельно убивать босса. То есть не обязательно, вам просто его надо 1 раз ударить, даже без пати. Его призывают, он фактически бесплатно призывается, дропа с него нет, сундуков с него нет, поэтому особо там прям за него драться никто не будет, и их призывают много, особенно в воскресенье после обновления игры, то есть в 9 часов вечера его, гарантирую, будут убивать. 1 этаж, потом 2, потом 3. Да, это прям, ну, можете мой стрим посмотреть. Я в это время, вот буквально в воскресенье, вы увидите, как мы их убиваем. То есть там толпа, там под 100-150 человек иногда бьют этого босса, он сносится буквально в секунды. И его за вечер убивают раз 5, наверное, как минимум, поэтому вы успеете. Для того, чтобы открыть его, вам нужно, видите, сделать поручение какое-то. Соответственно, делаете поручение, открываете еженедельную миссию. Потом же еженедельную миссию можете тут же зафармить и на следующую неделю и так далее. То есть некоторые квесты откроются после поручения. Тут можете посмотреть, вот зона, она делится, куча всяких плюшек, смотрите, вы можете получить, крайне рекомендую. И дракозана, вот этого дракончика в виде Кодзиллы, убивают чаще всего в воскресенье в ночную смену, скажем так, после 21:00. Ну, по крайней мере, 2 недели подряд уже на Европе его убивают, поэтому тоже рекомендую на него взять квест, но там огромная очередь, уж смотрите сами, дождетесь вы или нет. Поэтому еще раз долина, вы делаете в первую очередь какие квесты? Это, соответственно, недельные, если они у вас открыты, обязательно делайте на гоблина и на все остальное, у меня есть видео, можете посмотреть, на кого их тратить, на какую сферу в будущем накапливать. Накапливайте гоблинов, пускай у вас их будет там 1000, 2, 5000 валяться, и потом вы сразу в одного нужного питомца в виде сферы зальете, чем у вас их не будет. Поэтому не пренебрегайте, это очень дорогой ресурс, накапливайте. Если вы думаете, что я лучше сейчас сделаю на ядро жизни, вместо того, чтобы потратить одно место на 6 гоблинов, вы ошибаетесь. Лучше на 6 гоблинов. 6 гоблинов стоит гораздо дороже, если бы они продавались, чем 50 каких-то там ядер жизни. Но это мое мнение, я так вижу игру. Поэтому в первую очередь вы делаете квесты на, допустим, блестки, либо на ядра жизни. Если выбирать один из них, что важнее? Конечно же, на блестки плюс масло. Потому что масло всегда вам понадобится, всегда. У вас хоть его и сейчас, возможно, там и 10 тысяч, рано или поздно у вас его будет 0. А вот этой херни редкой женьшени у вас всегда будет настолько много, что вы их не будете успевать тратить. Потому что цишек много в игре, а тело одно. Для сравнения, этого у меня 0, а этого у меня, если бы я не продавал, было бы 200 тысяч. Понимаете? Поэтому, если выбирать, уж лучше вот это сделать. Вам нужны будут всегда и эликсиры, и блестки. Всегда. Но, если у вас какой-то типа дисбаланс, этого у вас 50 тысяч, а этого 0, поверьте, как только вы скрафтите шмотку, этого тоже станет 0. Поэтому тут не проблема. Рекомендую брать вот 3 раза, допустим, на блестки. Хотите, ну если вы не тянете 3-4 этаж, и вас там никто не берет в пати, можете еще и на эликсиры сделать, никто же вам не запрещает, правильно? Пати, особенно на 1 этаже, делается достаточно быстро. 2 этаж аналогично, 3 тоже, ну и, соответственно, 4, если тянете Абаддон Черного Дракона, это, соответственно, логово того самого супер мирового босса, которого зачастую фармят в воскресенье, но это на данный момент, на данный день, то, что я говорю, тут уже следите, когда его бьют, убивают. Это понятно. Так, по поводу этого всего разобрали, что еще тут можно рассмотреть. Так, город разобрали, долину, лабиринт разобрали. Ну и самое главное, давайте зайдем в башню. Для того, чтобы зайти в башню, даже сразу скажу, 1, 2, 3, 4 этаж никак не отличаются друг от друга по фарму сундуков, по фарму ивентовых мобов и так далее, и так далее. Отличается лишь уровнем монстров,
количеством получаемого, естественно, опыта, минимальным порогом вхождения на эти этажи, ну и количеством злобных людей, которые вас захотят там убить. Да, чем ниже этаж, тем, наверное, их больше, хотя оспаривать этот момент не буду. Да, ну и требования тоже читайте. В некоторых ситуациях, допустим, если вы 120 уровень, вы можете зайти как на первый этаж, так и, соответственно, на второй этаж. Видите? То же самое, если вы там 130, вы можете зайти как на второй этаж, так и, соответственно, на третий. Ну, если 140, то третий плюс четвертый. Соответственно, в данный момент я могу зайти как на твинке, так и на основе только на четвертый этаж, ну, потому что требования уровня. Я зайду сейчас на четвертый этаж, но аналогичная вся история будет касаться, если вы зайдете на первый этаж. На первый этаж вы можете зайти с 95 уровня. И сейчас пробежимся по башне, я вам покажу, что, где, как стоит туда заходить или нет. Для начала вам, естественно, понадобится билет. Мы заходим в зону завоевания, Небесный замок, и ищем того самого Ом Джинга. К нему есть удобный телепорт, он находится на карте слева вверху, если там вдруг запутаетесь, запомните. Рекомендую это видео себе добавить в избранное. По какой причине? Потому что наверняка вы часто будете пересматривать, особенно по поводу башни, информацию, чтобы вы потом не заходили на мой канал, не искали это видео, добавьте себе его куда-то там в закладки вы поняли, и, соответственно, вы сможете всегда это пересмотреть. Особенно насчет башни, будьте внимательны и сейчас вот вникайте в ту информацию, которую я получил за все время, сколько я фармлю башню, потому что это самое интересное, самое вкусное, ну и самое пукано горящее, что может быть, наверное, в этой игре и как минимум в этом контенте. Мы подходим к нему, нажимаем создать. Здесь можете пройтись по вкладкам. Если что, вы можете, к примеру, если вы были на первом этаже башни, но вы подкачались и уже уровень не позволяет зайти на первый этаж башни, но у вас накопились вот такие вот так называемые жетоны призыва. О них чуть позже. Вы их можете поменять на следующий этаж, на второй, на третий и, соответственно, на четвертый. Но для этого, видите, вам нужно потратить вот такой вот ресурс в виде драконьей стали. Смотрите, сами выгодно это или нет, я, в принципе, менял, когда у меня были с третьего этажа на четвертый, ну и попризывал. То есть дроп очень хороший, выхлоп с этого, уверяю вас, коротко, оно того стоит. Очень таки стоит. Да, здесь вы в первой вкладке находите те самые билеты. Как видите, в игре сделали два способа, как их получить. Первый способ, ну, оба способа, я считаю, достаточно бюджетные, это не так дорого. Да и по ресурсам 100 тысяч стали, я думаю, для 95 уровня это не самые большие цифры можно потратить. И оно того стоит, оно окупается с лихвой. Итак, где взять эти чешуйки? Они могут выпасть вам с босса, с монстра, в общем, всех, кого вы убиваете в виде монстров и боссов в завоевании, начиная с замка Сабук, города Сабук, и продолжая башни, вам могут выпадать эти чешуйки. В среднем я выбиваю за 4 часа от 2 до 6 штук. То есть, как видите, у меня зачастую, даже если выбить 3 штуки, то полностью окупается билет. Поэтому, почему бы нет? Но это в башне. В башне намного лучше и качественнее дроп. Точнее, чаще падает что-то. А вот в локациях, вы если за 4 часа убивая монстра, тем более вы будете в пати, не всегда вы будете именно вы добивать, и не всегда дроп по пати пойдет вам. То есть вы можете выбить максимум там 1-2 чешуйки, но у вас есть квесты на чешуйки, правильно? А я их не делаю, поэтому в каком-то смысле вам чуть проще. Вот так вот, так что не пренебрегайте. В день вам нужно либо 3 чешуйки, либо, соответственно, вам нужно 3 меча. Мечи, начиная с 4-й площади, вы можете тоже легко достать. Особенно, если у вас есть хотя бы какой-то там твинк, и вы можете найти себе этот зал. То есть вы заходите на 3 билета на площадь, нашли зал, зафармили себе этот меч. Гарантированно его получили с печати, верно? Далее, твинка туда поставили, и просто каждые полчаса тэпаетесь на твинка и лутаете этот меч. Все. И в принципе за 3 билета, если вам повезло, вы залутаете 3 меча и получается гарантированно ежедневно можете ходить в башню. Тогда вот такие вот дела. Ну, то есть дело ваше. За это или за это, как вы купите этот билет. Вам нужен один в день. Ну, более вы не потратите. Сразу скажу, если у вас на руках будет 50 билетов, потратится один. Если выйдете, зайдете, он не будет тратиться. Можете их держать в инвентаре, можете кидать на склад. Бага в этом нет, я, по крайней мере, ни разу не видел. У вас вот как был один билет. Давайте для проверки зайдем. Сейчас я выйду с башни. То есть вы можете заходить, выходить в башню хоть миллион раз. Нажимаем выход, соответственно, с башни. И вы увидите, сейчас опять зайду, и у меня все равно останется 12 билетов. То есть, смотрите. 12 билетов. Заходим. И для проверки заходим в инвентарь.
и у меня там все равно 12 билетов. Ну, то есть, чтобы никто там не усомнился в этом, 12 билетов. Так что можете с собой таскать их, то есть это не проблема. Итак, мы зашли в башню, она везде выглядит одинаково. Первый, второй, третий, четвертый этаж, я же говорю, разница только в монстрах, в уровне боссов, ну и в силе, соответственно, всей этой локации. Теперь, смотрите, зоны, разделим зоны на, наверное, 3 части. Первая зона, самая легкая, это, как бы вам обозначать, ну давайте просто запоминайте, следите за курсором. 1, 2, 3, 4, неважно в какой последовательности, здесь монстры плюс-минус одинаковые по уровню, и боссы одинаковые. Но выглядят они по-разному, кто-то там станет, кто-то опрокидывает, но они по сути дела одинаковые. Смотрите, если появился один из вот этих вот боссов, это означает, что вы или кто-то в этих комнатах убил какого-то боссика. Если, еще раз, вы открываете карту, и здесь какая-то зеленая точка, да, ну вот салатовая, там голубая, у кого какой цветокор отображения, соответственно, значит это вы или кто-то другой убили. Если вы фармите в этой комнате просто монстров, убили босса, и тут же по центру, что появился какой-то босс, вы открываете карту, не обязательно, что в этой же комнате появится босс. Он может появиться в одной из этих 4 комнат. Но если вы зашли в башню, и никто в этих 4 комнатах не фармит, а только вы, значит логично, только вы этого босса и призвали. Но это не означает, что только вы его будете фармить. Убивая этих боссов, с них выпадает 3 сундука. С тех 4, из супербоссов 5 сундуков, соответственно. Вам там могут выпасть фрагменты приятные, иногда даже красные падают. Мне ни разу, но ходят слухи, что падают. В основном будете получать зеленые фрагменты, и с 3 сундуков 2 фрагмента зачастую вы получите. И часто падают даже синие фрагменты. Таким образом можете там себе подкачать опыт и все остальное. Очень рекомендую, можно кодекс закрыть, так неплохо. Поэтому прибегайте на этих боссов. Тут даже может стоять АФКшник какой-то фармить. Убить даже этого босса, а вы просто подлутаете его сундуки. И такое бывает. Поэтому назовем это первой, самой легкой зоной. То, что вас интересует. Дальше, второй уровень зоны. Это, соответственно, зоны, где уже, скажем так, проходят дополнительные ивент-фишечки. О них чуточку позже. Это 1, 2, 3, 4. Как видите, да, тоже достаточно легко запомнить. То есть наверху слева-справа и внизу слева-справа. То есть это 2 уровня зонирования. Здесь уже монстры как минимум на 5 уровней выше. То есть тут уже проходит ивент, и тут уже чуть боссы посложнее. Насчет боссов то же самое. Также рандомно могут появиться боссы. То есть это понятно. Едем дальше. И 3 уровень зонирования. Это уже самый такой, скажем так, тяжелый. Возьмем даже 3,5-4. То есть будет их 4 зоны. 3,5 уровень это вот 1, 2, 3. Ну здесь обычно никто не фармит. В основном вот этой комнате фармят. В этой комнате фармят. В этой и в этой комнате. То есть их 5 этих комнат. Единственное, видите, чем отличается это, там нет никакого босса. В каком-то смысле, возможно, проще вам будет фармить. Ну и где-то меньше дропа получите, потому что нет босса, а с босса дополнительный дроп. Понимаете, да? Вот эти комнаты, они чисто для призыва боссов. Там 1,5 монстра, там нет смысла фармить. В этой комнате появляется босс, и к этому тоже чуточку позже. Теперь по комнатам, в которых есть фарм, то есть вы можете покопать энергию, если вам ее дадут копать, траву и, соответственно, руду. Стали в башне нет ни на 1, ни на 4 этаже. Смотрите, еще 1 этаж и 4 в плане фарма копки никак не отличаются. Если вы будете на 1 этаже копать энергию или на 4 этаже копать энергию, будете копать одинаковое количество. Он будет зависеть только от грейда копки, начиная синей и заканчивая золотой. Допустим, на 4 этаже башни, когда я стою там дейлики иногда сделать, я копаю энергию по 2,5-2800. То есть 2800 энергии с одной копки. Каждые 4,5 секунды. Приятно, да? Но, естественно, я это не делаю, кроме как сделать дейлик, оно мне не нужно. Но вы можете таким образом даже покопать. Тестируйте, проверяйте. Возможно, вам не дают бить монстров? Попробуйте покопать. Не дают копать? Попробуйте пособирать сундуки. Не дают собирать сундуки? Попробуйте убивать дракончиков. И к этому сейчас поэтапно. Итак, продолжим, да, по всей карте. Смотрите, иногда по центру карты будет вылазить такая надпись по типу «Появился восхитительный какой-то предмет». Где же он появляется? Он появляется рандомно в этой комнате, либо в этой. Да, зачастую там появляется либо энергия, либо трава, либо руда, либо сундук. В сундуке зачастую заточки всякие, и это самый дорогой приз, я считаю. Энергия. Просто дадут много энергии. Мне, так как у меня повышенный бонус к добыче энергии, мне дают около 500 тысяч за одну кубку энергии. Она копается минуту. Там появляется предмет, и он либо на один тик, либо на 2, либо на 3.
То есть больше не бывает. То есть, к примеру, если вы вдвоем с сокланом прибежали, можете одну копку вы копнуть, а вторую отдать вашему соклану. Ну, либо там как-то подраться за нее, не знаю. То есть самое дорогое это сундук и руда, потому что с руды может выпасть сразу масло, да, а с сундука заточки, которые вы можете, допустим, продать или просто использовать для себя. То есть призы там, бонусы очень хорошие, рекомендую сбегать. Часто и многие думают, ой, там, наверное, на этот великолепный предмет 200 человек побежало. И так каждый думает, а на самом деле не побежал никто. Лучше потратьте эти 30 секунд, минуту, придите и убедитесь, что уже кто-то копает более сильный, чем не побегите вообще. Хорошо? Сейчас покажу вам, как туда быстро добраться. Вот, у вас по центру карты вылетела надпись, вам нужно добраться вот туда. Если вы новичок, вы бежите сюда, но если вы не новичок, вы прыгаете вот сюда. То есть есть два способа достаточно быстро добраться. Прыгаете вот сюда в сторону лампы, и таким образом, видите, вы игнорируете кучу. Извиняюсь, можно вот так быстро сделать, чтобы не умирать, поняли, да? Смотрите, еще лайфхак, чуточку позже. Как я думаю, вы уже поняли. Извиняюсь, чуть-чуть не... Чуть-чуть левее этой, потому что, видите, я ударился в эту колонну. Так, и запрыгиваете либо через один, либо через два, как вы прыгнули. Видите, вы игнорируете кучу ловушек, которые вы уже кого-то могли обогнать. Таким образом, вот бежите сюда, и вот доходите, вот, соответственно, в одну из тех комнат. Да, тут главное, чтобы вас никто не убил, потому что я не знаю, в каких режимах они фармят. Это, по-моему, наш альянс, но, видите, не с этим кланом. Вот вы добегаете сюда, и здесь может появиться, кстати, дракончик, об этом чуть позже, и какая-то там копка, вы ее точно не пропустите. Если нет в этой комнате, то, скорее всего, она в этой комнате. Третьего варианта не дано. Как быстро перемещаться по башне? Как видите, нажимаете плюсик, вот так, и вы в центре. Это можно забиндить себе, если вы знаете как, если нет, то не нужно, и тому подобное. То есть, если вы где-то копаете, где-то бегаете, на вас набегает враг, у вас два способа. Первый – быстро сделать вот так, и вы в центре башни. Бьют вас, не бьют, вы в центре башни. Вариант второй. Вы можете стоять, копать, фармить вот так. Вот так. Смотрите, я могу бегать, видите? Ничего не мешает. Единственное, вы не видите скорость копки и сколько вам осталось этой копки. То есть это немножко неудобно. Но вы можете сесть на лошадку, вот так бегать. То есть буквально вы понимаете, что вы новичок и вас готов шотнуть кто угодно. Вы бежите, видите, что какая-то арба на вас уже целится. Вы такие, херак, вышли. Все. То есть вы живые, вы не тратите сердечко, вы не дезморалитесь, вас никто не убил, все дела. И опять заходите в башню. Ну, то есть это такой некий два лайфхака. Этот побыстрее, чем тот, да, нажать плюсик, зайти в центр и так далее, и так далее. Но смотрите, как вам удобней. То есть вы можете просто вот так вот бегать с этой кнопкой и все. Теперь, по поводу сундуков, да. Сундуки появляются в каких комнатах? Тут запоминайте, есть комнаты, в которых два сундука появляются. Мы берем обычные сундуки, синие. Иногда в башне, по-моему, каждые полчаса появляется 1, 2 или 3 красных сундука. И один золотой сундук на всю башню есть, который появляется каждый час. То есть, если вы залутали золотой сундук, то поставьте себе таймер на час, и через час можете пробежаться по всей башне и найти себе сундук. Итак, где сундуки не появляются? Запомните, в ивентовых комнатах здесь, здесь, здесь и здесь можете не искать сундуки, которые появляются каждые 5 минут. Да, сундук синий респаунится 5 минут. У меня есть в альбоме правильная траектория, как правильно бегать, по какому шаблону. Вот, открылся секретный зал. Видите? Если надпись появилась «Открылся секретный зал» 2 раза, это обозначает, что появился портал 3-го уровня. Их всего 4. Серый, то есть зеленый, синий, красный и золотой. Если надпись 2 раза подряд появилась, это 100% 3-го уровня. Только 3-го уровня имеет 2 входа. Если появился 3-го уровня, значит он вот здесь вход возле босса. Вы увидите там красный такой кругляшок в виде синий. Ну, короче, красный, синий, у кого какой цветокор, зачастую синий. Соответственно, здесь вход и вот здесь вход. То есть вы можете подойти и увидеть, есть там кто-то или нет. Но в этом и минус. Если в этот портал зашел кто-то, то есть там будет писаться 9999 из 10 тысяч. Но если вы подойдете к этому порталу, будет писаться 10 тысяч. И вы будете думать, о, я первый туда зашел. Что там делать? Вы заходите, там некоторые волны монстров на вас нападают, и в конце появится босс на финальной волне. Если вы босса убьете, с него выпадает 15 сундуков. На него есть там всякие квесты, поручения и так далее. Не забудьте про это. Называется там, по-моему, желтый дракон, что-то типа того. И, соответственно, вы после того, как убили босса, никто в портал зайти не сможет. Вы можете хоть полчаса стоять, рассматривать сундуки, фоткаться с ними. Никто к вам не зайдет. Но
пока вы бьете босса, к вам могут заходить нон-стоп кто угодно. 10 секунд кастуется портал, ну там вы поймете. Дальше. Это 3-го уровня здесь, и здесь открывается один и тот же, по сути дела, портал. 1-го уровня открывается всегда вот здесь. То есть в комнате 1-го уровня, вот здесь вот. Ну, не знаю, вот отсюда можете запрыгнуть, вот там появляется, видите? Вот здесь появляется. Дальше. 2-го уровня появляется вот здесь. Вот где ивент. Ивент проходит, к нему чуть позже, появляется здесь. А 4-го уровня появляется вот здесь, тут легко запомнить, возле тотема. Да, который ставится там некоторыми богатенькими ребятками, все такое, появляется вот здесь. То есть, чем выше уровень, тем типа лучше дроп, но на самом деле даже 1-го уровня пофармите, с него дроп очень-очень неплохой. Если у вас есть возможность, рекомендую фармить. То есть, к этому перешли, да? Едем дальше. Так, что мы еще не рассмотрели? Сундуки. Запоминайте. 1, 2, 3, 4. Здесь по 2 сундука в каждой комнате. Если вы зашли и один сундук, то второй сейчас появится, или кто-то его взял и побежал куда-то дальше. Поэтому в каждой комнате по 2 сундука. Дальше. Здесь 2 сундука, здесь 2 сундука и здесь 2 сундука. Запомнили, да? 4, 5, 6, 7. Едем дальше. В каких комнатах по одному сундуку? Так, поднимаетесь сюда. Вот здесь, где призывается босс, тут 1 сундук. Да. Дальше. В этой комнате сундуков нет. В этой сундуков нет. Здесь 1 сундук. Далее. В ивентовых комнатах нет. Здесь тоже 1 сундук. Поднимаемся на 2-й этаж. Как подняться на 2-й этаж? Есть куча вариантов. На самом деле их как минимум 3. Здесь есть, вот смотрите, голем. Вы можете запрыгнуть на голема, потом запрыгнуть сюда, сюда и запрыгнуть вот туда. Есть 2-й вариант. Давайте я вам покажу все 3 варианта. Самый простой. Научитесь, потренируйтесь на кошках. Вот. Становитесь сюда, видите линию, прыгаете и летите. Может с 1-го раза не получится, ничего, с 5-го, 10-го получится. За то, что вы падаете, умираете, сердечки не тратятся, не парьтесь. Вот вы запрыгиваете сюда, ждете кулдаун, запрыгиваете сюда, и, соответственно, вот вы уже здесь. Понимаете, да? Едем дальше. 2-й вариант. С другой стороны, как запрыгнуть? Это, соответственно, вот где оно там. Вот. Здесь, правда, сложнее, но вы с другой стороны запрыгиваете. Сразу залетаете не на 1-й камень, на вот этот, да? Мы же не новички. А запрыгиваем сразу на 2-й, видите? Вот. Сразу на 2-й. Здесь, я же говорю, чуть сложнее и дольше, но вы совершенно с другой стороны запрыгиваете. Это как бы тоже важно. Так, запрыгиваем сюда. Так. Сюда. Так, друзка не меня хочет убить. Грязный друзка. И здесь вот сюда запрыгиваете и ползете. Либо сразу на край, опять же, мы же не новички, правильно? Так, вот сюда. И пропрыгиваем. А, господи Иисусе. Извините, на твинке по-другому кнопки работают. Да. И, ну вы поняли, здесь можете что-то покопать. Дальше, еще лайфхак, как попасть вот туда. Можете туда прыгнуть. Ну, самый простой вариант. Можно вот так вот сделать, прыжок. Вот, и вы уже находитесь вот, соответственно, вот здесь. Можно и вот в ту комнату долететь, тоже не проблема. Видите? Вот, и мы находимся вот здесь. Так, спрыгиваем в центр. По поводу ивента. Запоминайте время. Давайте так, вы зашли в башню в самый начальный период. Я не буду оглашать цифры, вот эти вот все. Утренний период, вечерний, ночной. Запомните просто, как все работает. Когда вы заходите в башню, то есть на 2-й час и, соответственно, на 4-й час появляются ивентовые мобы. То есть, приведу пример по утреннему. В 9 часов вы зашли, значит, ивентовые мобы будут в 10 и, соответственно, в 12. Все то же самое в обед и то же самое вечером. Они всегда появляются минута в минуту на всех этажах башни, на всех комнатах. То есть, всегда появляются. Поэтому 10:00 утром появляются ивентовые мобы здесь, здесь, здесь и здесь. Они достаточно сложные, с какой-то вероятностью убивая ивентовых мобов, с них вылазят большие дядьки, и с еще маленькой, меньшей вероятностью вылазит супер фантом. С него 15 сундуков, там дроп просто мега классный, фантомчик. Это, наверное, самое сочное, что есть в башне, помимо Зузу. К нему тоже чуть позже перейдем. Поэтому ивент, если есть возможность, то фармите. Нет, ну не фармите. Можете попробовать там по 2, по 3 моба собирать. Если вы там еле одного моба убиваете, то не стоит на это тратить время, лучше покачайтесь. В башне хороший дроп, в башне хороший опыт. В принципе, если я буду стоять в башне на топовых мобах, это то же самое, что я стою на 10-й площади в антидемон-зале. То же самое, 1 в 1, там опыта, разница буквально пару процентов. В совокупности это, ну, того не стоит, но имеется в виду, то есть не проблема. То есть поняли, да, чем можно заниматься в башне. И, соответственно, мобы появляться будут ровно полчаса. Даже, если быть точным, 27 минут. То есть 27-ю минуту, то есть все, появляется последняя пачка, и, соответственно, они будут стоять, покуда
там их не убьют. То есть вы можете убить здесь, потом здесь, а если вы один в башне, ну это будет крайне редко, или там просто люди не фармили, заняты там всякими другими делами на серверах по типу защиты долин и так далее, вы можете сюда прибежать в 35-40 минут и не удивляйтесь, что стоят мобы. То есть можете подфармить. Ивент понятно. Далее, соответственно, каждый, как бы объяснить, это каждый третий час появляется Зузу. То есть если вы зашли утром, то в 11 часов, то есть в 9 вы зашли, в 10 ивент, а в 11 появится ровно вот здесь босс, так называемый вот этот вот Зузу Наул. В каждой башне он одинаково выглядит и, соответственно, имеет свой определенный левел. Только на 4 этаже башни есть возможность, когда вы убиваете Зузу, что появится еще и скелет после него. То есть с определенным шансом, вероятностью 10% точнее, появляется этот босс. Вы убиваете одного босса, и через где-то секунд 20 появляется второй босс. А с него еще 50, но все золотые сундуки. Но это только 4-й этаж башни, поэтому вас это, наверное, не волнует. Этого босса зачастую убивают всякие альянсы, супер-пати и все такое. Вряд ли вы придете и вам такие: ой, давай мы тебе кинем пати, чтобы ты взял 15 сундуков, ты же новичок и все такое. Я объясняю весь контент, который вас может ждать, чтобы вы не удивлялись. Башня насыщена, перенасыщена контентом. Здесь главное все запомнить, поэтому я же говорю, сохраните себе в избранное. Итак, вы можете лутать сундуки. Вы можете заниматься копкой. Где копка? Запоминайте. 1, 2, 3, 4, 5, это на 2 этаже, 6 и вот здесь вот 7. То есть самая ближайшая копка, когда вы появляетесь, вот она. Вот видите, вот ближайшая копка. Мы сейчас в нее забежим, если там никого нет. Хотя бы покажу вам, что там и как происходит. Вот мы заходим, и здесь есть какая-то энергия. Ну, видите, все выкопали, основное красное, золотое. Поэтому есть всякие там энергии и прочее. Ну, даже сравните, сейчас Твинк, он не на пресете на копку энергии, естественно, но посмотрите, сколько он выкопает синий. Смотрите, 632. 632 синий. С красной будет больше 1000, а с золотой около 2000 на Твинке будет. Ну, тут Твинк прокачан, просто понимаете, то есть так как вы новичок, у вас меньше параметры, меньше будет и добыча. Я думаю, это понятно. Еще. По поводу дракончиков, да, я сказал, тоже запоминайте места. Если что, они у меня есть в альбоме, все эти места отмечены, получите доступ к альбому один раз и на веки веков, и вся эта информация, она есть дополнительно в альбоме. Может, что-то забыл, оно есть в альбоме. Где появляются дракончики? Их может быть на карте всего 4 штуки. Когда вот здесь вот надпись появляется от дракобана по типу: ой, появился дракончик, скорее его убейте. С дракончика такой посредственный дроп, но с него выпадают жетоны. А жетоны вы будете использовать на призыв боссов. Когда вы будете призывать этих боссов, не знаю. Вы можете продать эти жетоны. Можете обратиться к какому-то топу в башне и сказать, типа: чувак, у меня есть там, допустим, 50 призывов на какой-то этаж. Ну, на том же этаже он же не будет спускаться на этаж ниже, так как он не сможет, скорее всего. Следовательно, вы ему предлагаете купить ваши жетоны. Почем? Договаривайтесь сами. Соответственно, 1-й уровень босса, 2-й уровень босса и 3-й уровень босса. Ну и цена, соответственно, будет разная на эти уровни боссов. То есть вы можете накапливать эти жетоны и либо сам их потом попризывать. Дроп офигенный. Там и коробки выпадают, и ресурсы красные с них выпадают, и выпадает женьшень, и выпадает азурум. Короче, и красная коробка сразу с красным камнем выпадает. То есть вы открываете коробку, и вам сразу выпадает эпический, то есть красный камень. Это не просто лохотрон какой-то, а именно красный камень. То есть я когда призывал вот здесь вот 50 боссов, мне выпало приблизительно 30 красных камней. А это, ну, неплохо так забивает курилку для голдового камня. Понимаете, да? Где появляются дракончики? Запоминайте. Здесь и здесь. Параллель. Ощущаете, да? Вот. Здесь и здесь. Продолжаем дальше. Появиться может дракончик вот в этой комнате. В этой комнате. То есть, если появляется надпись, что появился дракончик, он может появиться рандомно в какой-то комнате. Абсолютно рандомно. Кулдаун у дракончиков приблизительно 20-30 минут. Не засекал. Их может быть 4 штуки, не больше. Комнат появления больше, но их может быть до 4 штук. Запомнили? Едем дальше. Где еще может появиться дракончик? Он может появиться здесь. Это уже 2-й этаж считается. И здесь. Тоже 2-й этаж. Далее. На 1-м этаже дракончик может появиться здесь. И еще здесь. 1-го уровня комнаты он может появиться вот здесь вот. И, соответственно, здесь. Ивентовые комнаты, где может появиться дракончик. Это, соответственно, вот здесь. И вот здесь. Видите, то есть оно зачастую там крест-накрест параллельно друг другу. Да, вот как-то так. Ну, вроде бы все комнаты рассмотрел и про всех сказал.
Здесь, кроме Зузу, в принципе, никого нет, но иногда можете проверить некоторые топчики, настолько топчики, что забывают взять 1-2 сундука. Поэтому не пренебрегайте. После того, как убили босса или до того, как убили босса, можете прийти и проверить. Может, валяются сундучки. Как-то так. То есть вроде про все сказал. Чекайте карту. Если появляются боссы, они будут отображаться. Если появляются дракончики, они не отображаются, где они появились. Но дракончиков рекомендую убивать. Если вы дракончика убиваете не за 5-10 минут, то стоит его убить. Если вы его убиваете, ну там как... Представим, да? Вот здесь вот боссик, вы его убиваете там, не знаю, за секунд 20. А дракончика убиваете меньше, чем за минуту, стоит убивать. Или вы можете... Кто-то бьет дракончика, подбежали, last hit нанесли, соответственно, забрали себе весь дроп. Ну, тут смотрите сами, насколько это правильно. Тут уже от вас зависит, да. Не знаю, стоит ли такое делать или нет. Далее, здесь у вас есть мешок, и вы в нем можете постоянно проверять, что вы нафармили. Но если вы выходите с башни, он обнуляется. И опять зашли, он обнуляется. Здесь можете смотреть, там какие-то темы стоят и прочее, прочее. Соответственно, я думаю, понятно, да? Здесь можно покачаться в башне, пособирать сундуки, по какой траектории можете у меня в альбоме посмотреть. Там первое, второе, третье, вы можете поубивать дракончиков. Четвертое, вы можете там за этими залами поохотиться. Пятое, вы можете банально что-то покопать. Шестое, не знаю, там делайте, что хотите, или все это вместе в комбинации. Скажу так, самое выгодное для новичка это тупо качаться, если вы тянете мобов. И второй вариант это собирать сундуки. Есть боты, которые бегают, собирают сундуки на скрипте. Как понять, что это бот? Он обычно заходит в комнату, допустим, вот в эту комнату заходит, он стоит, потом бежит к сундуку. Бежит дальше, останавливается, бежит к сундуку. То есть, если человек, он сразу напрямую бежит, ну, то есть, будет все понятно. Если вы бота этого ударите один раз, он тупо выходит с башни. Поэтому даже если бот сильнее вас, вы там 95 уровень образно, а бегает бот там какой-то 110, вы можете попробовать его ударить, и он выйдет с башни. Если нет, это окажется, ну, живой игрок, но не повезло, как говорится. То есть, последите за ботом и все такое. Если вы убьете бота 5 раз, он больше не зайдет. Есть боты с котиками, поэтому их нужно шотать. Там арбами какими-то и так далее. Эта информация с 1 по 4 этаж, естественно, касается, потому что ботов, ну, везде много, и как бы каждый хочет пофармить. С сундуков выпадают и блестки, и эликсиры, и дополнительно другие ресурсы, поэтому очень рекомендую. Скажем так, когда блестки и эликсиры были чуть дороже, то из башни можно было вытащить 2-2,5 тысячи золота за 4 часа. Сейчас, если бегать по башне и лутать все сундуки 4 часа подряд по правильной траектории, вы получите около 5000 и блесток, и эликсиров. Но 5000 нужно поделить на 2. Почему? Потому что половина ресурсов падает на продажу, половина не на продажу. Но даже представим, что вы с этого хотите именно золото получить. Делим на 2. 2500, к примеру, 1250 плюс, так 1250 эликсиров. Возьмем среднюю цену, пускай даже 0.15, это я беру по средней заниженной цене. 2500 умножаем на 0.15 голды. То есть вы получаете 375 золота. Минус 5% комиссия рынка. То есть пускай там даже 300 золота, если вы получите, это что, плохо за один день? И после этого новички ноют, что у них нет денег на экспедицию оплатить в клане и так далее. Напоминаю, что экспедиция в клане в 10 раз выгоднее, чем вы на нее тратите. Поэтому если вы не ходите и не платите в экспедицию в клане, вы не развиваетесь. Это то же самое, как вам предлагают купить, ну там именно проверенные источники, купить вот эту мышку там за 5 рублей, а через неделю продать ее за 50. Вы не купите? Нет? Ну, на крайний случай сами попользуетесь. Ну, типа есть вещи, которые ты покупаешь сознательно дешевле, а продаешь дороже. Только здесь ты вкладываешься. Это то же самое, что вы не хотите учить английский язык, потому что, ой, он вам, скорее всего, нигде не пригодится. Это неправда. Не факт, что вы будете зарабатывать там уроками английского языка, но все же это помогает. Поэтому есть такие вещи и в игре тоже, которые окупают себя с лихвой. Экспедиция важна, и ходить на нее нужно. И вот очередной повод и вариант, где взять золото. Убиваете дракончиков, получаете эти призывы. Призывы продаете, тратите золото на нужные вещи в виде экспедиции. Экспедиция это must-have клана. Как-то так. Надеюсь, информацию раскрыл вам целиком и полностью. Это видео должно было быть максимально полезным, поэтому я надеюсь заслужил лайк. То есть полностью ультимативный гайд посоветуйте своему другу,
соседу, брату, добавьте себе в избранные и напишите комментарий, что конкретно вы делаете в башне и на каком этаже. То есть помогите продвинуть это видео, всего лишь оставьте комментарий и поставьте лайк под этим видео, таким образом вы отблагодарите меня за мою работу. Жду вечером на стриме, продаю золото на любом сервере, соответственно делаю консультации, если вы новичок, могу рассмотреть полностью ваш аккаунт, это будет анонимно, то есть тет-а-тет в Телеграме, либо ВКонтакте, я вам скажу, что как, что вы делаете хорошо, что делаете плохо, что нужно поменять, дабы достигнуть более высоких высоких высот и какого-то лучшего результата достигнуть. Думаю, смысл понятен, да? Поэтому жду вечером на стримах по каким-то вопросам именно по делу. Обращайтесь в личку в Телеграме и ВКонтакте. У нас есть Телеграм-группа, в которую вы можете вступить. Вот это бесплатно, тут нет никакой рекламы. И, соответственно, за это вы получаете возможность там голосовать, участвовать во всяких розыгрышах, видеть анонсы, когда я запускаю стримы, смотреть, что интересного в игре заранее. То есть то, что вы можете пропустить в видео и на стримах, я сюда закидываю. Поэтому Telegram я считаю достаточно полезный. Подпишитесь, проголосуйте, кем играете и все такое. Вот, ссылка в описании, или вот банально напишите Arrakis Games, нижнее подчеркивание, Games, и вы легко найдете нашу группу. Как-то так, вступайте, участвуйте, пишите в личку, пообщаемся, договоримся, все сделаем. До вечера на стримах, пока-пока и удачи в фарме.